Народная Республика Ангола. Государство в Юго-Западной Африке. На северо- и северо-востоке граничит с Народной Республикой Конго и Республикой Заир. На востоке и юго-востоке с Республикой Замбия. На юге с Намибией. Площадь 1 миллион 247 тысяч километров. Население около 1936 году. СССР оказывает помощь Анголе и в военной области, в подготовке кадров для народных вооруженных сил. Советская военная миссия в Луанде. Все советники и специалисты, приезжающие в страну, прибывают сюда. Некоторые из них останутся в столице, другие уедут в провинцию, в военные округа, и, быть может, вернутся сюда снова только через год, перед отъездом на родину, в отпуск. К месту работы им придется добираться самолетом. Помощь Анголе в воздушных перевозках оказывают летчики нашей транспортной авиации. Наш путь лежит через всю страну, на юго-восток, город Минонги, центр провинции и военного округа Квандо-Кубанго. Большая часть территории провинции контролируется антиправительственной группировкой УНИТА. На территории именно этой провинции находится старая столица УНИТА Мавинга и новая Жамба. Изредка, прорываясь через засады и снимая по дороге мины, из Лубанго в Минонги через Матала и Куши приходят колонны с продовольствием. В основном же все перевозки осуществляются по воздуху. Посадкой в Минонге самолет снижается по крутой спирали, отстреливая тепловые ловушки, защищающие от поражения стингером. Точно так же он будет набирать высоту после взлета. С экипажем Сергея Мельникова. Я снимал наших парней в полете за работой, и никто из нас не мог знать тогда, что через 2 недели при взлете из аэропорта Луэна и наборе высоты их самолет будет поражен ракетой в двигатель и загорится. Командир и экипаж начнут борьбу за спасение машины, и им все-таки удастся посадить подбитый самолет.
миссия в Минонге. Это несколько двухэтажных коттеджей колониальной постройки, обнесенных колючей проволокой. Здесь давно не было их удобств, но умелые руки и природная смекалка советских людей сделали их вполне приемлемой для нормальной жизни. Миссия автономно обеспечена водой и светом. Гордость миссии – русская баня с парилкой и бассейном. Советники и специалисты, работающие здесь, имеют одно большое и неоспоримое преимущество перед нами. Получив комнатку в миссии, они имеют право вызвать жену, и те, у кого было с кем оставить детей, так и сделали. Наши женщины, привыкшие к условиям жизни в дальних гарнизонах, на точках и военных городках, стойко и мужественно переносят все африканские трудности. Они умеют обращаться с оружием и не падают в обморок при обстреле городка реактивными снарядами. Выход из миссии ограничен, и некоторые из них, даже прожив здесь 2 года, знают в этом городке только одну улицу, проходящую мимо миссии и ведущую на в аэропорт, куда их иногда вывозят, чтобы встретить приезжающих из отпуска или проводить отъезжающих на родину. Загрузив продукты, мы уйдем с первой же колонной к себе в Куйто-Канавале, небольшой поселок в 180 километрах отсюда, на юго-восток, последний пункт, контролируемый правительственными войсками. Кто ходил с колонной на Куйто-Канавале, знает, что эти 180 километров дороги – самый засадоопасный участок здесь, на юго-востоке страны. Колонна будет сопровождаться войсками, наши посты по дороге проверят свои участки, если они заминированы, снимут мины, и на протяжении всего пути нас будут сопровождать вертолеты огневой поддержки. Тот, кто полетит вертолетом, повезет газеты и письма из дому, которые давно и с нетерпением ждут наши ребята. Воронками изрыто от снарядов мин колес. Дорога Агуита 180 верст. Сегодня на удачу, а может на беду. Колонной на Куито я в первый раз иду. Не знаю, мало-много, но слышал от друзей. Ходили из Минонги сюда по 20 дней. Потом, чтоб не застали, врасплох не взяли нас, расставили заставы на длительную связь. Идем с боеприпасами, горючим и пайком. Нам довести приказано, и мы их довезем. Поверх бортов загружены, на скорости идем. Ревут Уралы дружно, собираясь на подъем. Без хлеба, без горючего Куито не прожить. Врагом приказ получен нас в пути перехватить. От ветра напряженного лишь слезы по щекам. Я технику сожженную пытался сосчитать. И если спросят, сколько же, отвечу на вопрос. Скажу на 100 больше, чем до Куито верст. В Масека, что за Лонгой, кто был, поверит мне. Сожженная колонна, как памятник жестокой, нескончаемой войне. А там за поворотом завален под откос. Вчера из пулеметов трудяга бензовоз. И то, что было танком, нет, лучше не смотри. Прямое попадание размазало внутри. Прямое попадание безжалостно сожгло. Что в нем живого было, что думала, любила, мечтала и жило. Ну что там, выйди вдали, вдруг лучик заблестел.
там прикинули фактический прицел. И ветер бьет по нервам, и пустота в груди. Но каково он там первому, тому, кто впереди? Он знает все, наверное, ничуть не хуже нас. Ему, конечно, первое и пуля, и фугас. Ему, конечно, первому собою нас прикрыть. Порвет он первым Клеймора невидимую нить. А если там засада, примет смерть, пахнет дыму. Когда дойдем, ребята, поклонимся ему. То в горизонт, как в лук стрела, то изгибаясь, как вопрос. Одна дорога пролегла в юго-восточный наш форпост, последний, самый дальний пост. Дорога из Минонги 180 верст. И снова на удачу, а может, на беду, колонной на Куита не в первый раз иду. Воронками изрыта от снарядов мин колес. Дорога на Куита 180 верст. Дорога жизни нашей 180 верст. Дорога на Куита 180 верст. 180 верст. 180 верст. 180 верст. Небольшой поселок на юго-востоке Анголы, название которого облетело весь мир во время последней агрессии Йора против Анголы в 1987-88 годах. В тяжелых боях под Куиту-Канавале
Народные вооруженные силы освобождения Анголы ФАПЛА и кубинские интернационалисты остановили продвижение войск ЮАР вглубь национальной территории. Долгие месяцы потом юаровцы стояли на высотах по ту сторону реки Куиту, непрерывно обстреливая поселок и позиции обороняющих его подразделений, но взять его им так и не удалось. Мы приехали к вечеру, привезли продукты, письма, все наши уже вернулись из подразделений, занимаются своими делами, нас давно ждали, истопили баню, приготовили ужин. Здесь, среди друзей, на клочке территории нашей миссии, живущей по нашим законам и нашему распорядку, мы чувствуем себя дома. юаровцев от Куиду-Канавали, местные жители, племена Гангела, которые с приходом агрессора ушли в леса, вернулись домой. Стали заново отстраивать хижины Кимбы, ловить рыбу, выращивать маниоку и масангу. Провинция Квандо-Кубангу – одна из 3 самых бедных провинций страны. В нашей зоне на высоте 1200 до 1400 метров над уровнем моря нет богатой африканской растительности. В этом климате не вызревают бананы, ананасы, здесь нет традиционных пальм и баобабов, и если бы не песок, всюду проникающий песок и жара, трудно было бы определить, что мы находимся в Африке. Из
всех сельскохозяйственных культур здесь выращивают в основном маниоку и масангу. Маниоку высушивают и так хранят. Перед приготовлением пищи ее толкут в больших ступах, просеивают и готовят кашу. В каждом дворе женщины начинают толочь маниоку с рассветом, и под этот стук мы просыпаемся каждый день. Следующее приготовление пищи будет вечером, когда все вернутся после работы на своих лаврах, плантациях маниоки или масангу, находящихся иногда очень далеко от поселка. Здесь нет магазинов в нашем понимании, а распределение продуктов за деньги по линии социального обеспечения бывает редко. Поэтому кусок земли, который местный житель может выбрать в любом месте в лесу, расчистить от кустарника, выжечь и потом посадить на нем что-то, является практически единственным его кормильцем. В стране, истерзанной агрессиями и многолетней войной, когда большинство мужчин долгие годы находятся в армии, тяжелее всего приходится женщинам, вне зависимости от того, сражается ли муж на стороне фапла, или его угнали с собой унитовцы, и он по ту сторону окопов. Мучительная ежедневная проблема, чем кормить детей, одинаково остра для всех. Здесь, в этих районах, где война идет повсюду, я ни разу не видел, чтобы мальчишки играли в войну. Они играют в продовольственные колонны, которые должны обязательно прорваться через засады и привезти в поселок рис и консервы. Много риса и много консервов.
бригады. Дома останутся только оперативные дежурные. Впереди у них целый день. Прекрасная возможность написать письма друзьям и родным, успокоить их, описать экзотические картины африканской природы, окружающей нас, написать о том, что мы живы и здоровы, что любим и помним их, и очень ждем писем на наш адрес Москва 400. Засад обманчивой тиши, твой образ в памяти моей, хранитель мой,
почти талисман, как легкий утренний туман. Светло и призрачно дрожит. Москва 400. Пиши. Москва 400, пиши, пиши, не забывай. А я придумаю ответ про ананасный рай. Где нет войны и смерти, нет где карнавал. Лежи, без штанов, довольно нож, позволь мою. Лежи, и на Кенгунду попугай свободно говорит. И речка детства Лимпопо, где жил веселый Кипопо. Здесь рядышком пиши. Москва 400. Пиши.
три свистка, не сомневаясь, подает в поход. И перехватит друг груди, и не узнать, что впереди уже давно засада ждет. В поход. Себя в душе ты не кляни, да это просто дрожь брони, слегка в колени отдает. В поход. А в горле комы где-то там внутри под ложечкой сосет, но с первым боем все пройдет. В поход. И те, кто были на войне, мне говорили, что в огне есть брод. В поход. И будет случай усомниться, что пуля смелого боится, она всех без разбору бьет. В поход. Кому везло и не везло, кто слаб, кто крепок на излом, кто отсидится, а кто путь пройдет. В поход. Что нам до званий и должностей, нам важно знать, что сыновей никто отцом не упрекнет. В поход. Когда мы выполним приказ, быть может, даже вспомнят нас тех, кто приказы отдает. В поход. И чья-то твердая рука синит зеленый в три свистка, не сомневаясь, подает. Скоро знать наверняка, кому кольчужка велика, и кто для этих дел мужских не тот. Поход, 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 поход. Выйди, землянки, посмотри, голуба. Иногда, проезжая мимо старых позиций нашей десантно-штурмовой бригады, мы останавливаемся здесь, где жили в самые трудные месяцы последней агрессии. Йоровские войска были остановлены Фапло и кубинскими интернационалистами в жестоких боях. Это было здесь, напротив нас, по ту сторону реки Куит. Йоровцы установили свою тяжелую артиллерию на высотах и еще долгие месяцы днем и ночью обстреливали позиции защитников города. Как это было, знают только те, кто ежедневно находился под обстрелом. Долгое время мы жили здесь втроем. Артиллерист Виктор Малюков, замполит Анатолий Давыдовский и я. По плану Малюкова был построен блиндаж в несколько накатов, который могло разрушить только прямое попадание. Рядом в земле кухня и столовая, НП на дереве. Из бензобака и примуса Давыдовский сделал душ с подогревом, и это было здорово, но гордостью нашей была русская печь, которую мы сложили с Малюковым. В ней мы впервые выпекли настоящий хлеб, вкус которого давно забыли. Мягкий и теплый еще хлеб мы отламывали по кусочку и ели, как едят пирожное. Мы угощали им кубинцев, с которыми жили рядом и с которыми у нас были не просто хорошие отношения. Мы жили как братья. Это были простые и надежные ребята, а я заметил, что там, где отношения не касаются вопросов большой политики, простые люди, кто бы они ни были, прекрасно понимают друг друга. Наверное, это естественно, потому что простым людям делить просто нечего. Кажется, что это было так давно, как бежит время. Когда я был здесь первый раз, без меня рос старший сын. Сейчас растет младший. Мужественные женщины все-таки наши жены. Недавно я поймал себя на мысли, что не могу вспомнить голос своей жены. Время. 2 года. Самые лучшие наши годы. Годы, месяцы, дни, минуты нашей жизни.
какое утро, свежая полощется, мягкое и доброе, как любимой губы. Мне так в это утро умирать не хочется. Дай мне минуту, и я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. На коня вскочить бы, по росе промчаться, из реки студеной да пьяна напиться. Только вот дела все не могу ручаться, что живым останусь, позади столица. Дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. Фильм снимался в районе Куйду-Канавали, в Минонге и Луанде. Видеосъемка переводчика Александра Поливина, видеомонтаж и музыкальное оформление специалиста Леонида